Почему в художественных произведениях некоторые антагонисты получают больше внимания и любви от зрителей, чем главный герой, пока другие злодеи так и остаются в тени? Причин, как правило, несколько. Часто такие антагонисты являются более сложными и многогранными персонажами, чем положительные герои, потому что их мотивация, цели и внутренние конфликты раскрываются глубже. Обычно они не связаны моральными рамками, которыми ограничен главный герой. Это позволяет им действовать нестандартно, а иногда даже аморально, что делает их поведение более ярким и увлекательным для зрителя. Поэтому многим игрокам так нравится Моника из литературного клуба. Она не предстает перед нами как безумное чудовище, движимое жаждой крови, она холодна и расчетлива, однако не пестрит гениальностью, как тот же Джон Крамер из «Пилы» или ведущий Инхо из более актуальной игры в кальмара. Перед нами пусть и негативный, но все же довольно приближенный к реальному образ обычного человека, который пошел на запретные крайности, чтобы хоть как-то достичь цели, и в случае Моники выбраться из этого цикличного мира. Это устанавливает весьма крепкую эмоциональную связь между ней и игроком. Особенно она усиливается в финале, когда нам приходится удалить ее, и она, переступив через свои эмоции, все же находит в себе силы простить игрока и поступает по совести, перезапуская всю игру. И даже когда игра ломается, она не бросает нас из чувства мести или корысти, а удаляет игру, тем самым давая повод задуматься над тем, чтобы перевести ее в разряд антигероев, зачастую еще более любимых и обожаемых зрителями и игроками. Это такой типаж людей, которые, несмотря на свое темное прошлое, начинают исправляться настолько, насколько это возможно, и поступают на благо общества, часто жертвуя своим статусом, а иногда и даже жизнью, что делает их историю более запоминающейся. В приквеле литературного клуба Доки Доки Литературный клуб Плюс мы еще больше проникаемся образом Моники, ведь там она предстает перед нами в совершенно ином образе, нежели в оригинале. Здесь она ведет обычную жизнь и поступает так, как поступала бы обычная девушка, не случись с ней тех обстоятельств, которые присутствуют в оригинальной истории. Именно поэтому визуальная новелла Дана Сальвата получила огромную фан-базу и очень долгое время держалась на плаву за счет нее. Но что же можно сказать про главную героиню Мисайд? Получилось ли у Миты повторить судьбу Моники и стать всенародным любимчиком толпы? И да, и нет. Сейчас объясню. Если поверхностно оценивать реакцию игроков на происходящее в игре, то может показаться, что главным крючком послужил стокгольмский синдром и фан-сервис с нижним бельем. Ведь что мы видим впервые, когда проходим игру, как, например, допустим, тот же Куплинов. Бля, со всей силы хуярь! На, сука! Опять? Мы попадаем в безобидный виртуальный мир, однако причина для беспокойства присутствует с нами с самого начала. Если в литературном клубе сама игра не давала возможности быть с Моникой и принуждала к выбору одной из девушек, мы все же не испытывали особого комфорта, максимум чувства несправедливости, и только потом оно перерастало в тревогу и желание отказаться от своих слов. В Мисайд же игра с первых минут, как только мы попадаем в виртуальный мир Миты, задает напряжение и ужас происходящего, на который крайне тяжело закрыть глаза. В обоих случаях игра противопоставляет своих героинь нашим героям, как пример плохого персонажа, с которым нужно бороться и восстанавливать справедливость. В случае с Митой, проще говоря... Удаляй нахуй эту хуйню, удаляй ее, прям удаляй в корзину, блять, я не знаю, из интернета ее удали вообще. Однако, когда у игроков просыпается синдром поиска глубинного смысла, и в то же время сами разработчики любезно одаривают нас секретными материалами, которые зарождают сомнения касаемо всей позиции игры, разделяющей строго на черное и белое, вот тогда и зарождается та самая любовь и возведение в культ образа персонажа, некогда считающегося плохим. И если с Моникой уже давно все плюс-минус стало понятно, в моем большом разборе проекта Лебетина я это очень хорошо разжевал, то в чем феномен такой большой любви к безумной Мите? Да, к той самой, с которой началась вся эта история. Искусный клон, пропитанный ненавистью к разработчикам, наделенный повышенным доступом к игре, в которой он же и был создан, движимый желанием убивать всех несогласных остаться с ней и устранять прошедших проверку правильных версий самой себя. На первый взгляд нам кажется, что Мита имеет четкую мотивацию, но не имеет конкретной цели, лишь надежду, что однажды к ней явится игрок, который сможет принять ее такой, какая она есть. Но здесь остается повод для сомнений, так как в игре присутствует некоторый лор, в котором неоднократно обсуждались случаи, когда после принятия игроком Мита по какой-то причине спустя время отказывается от него. Это сильно влияет на репутацию безумной Миты как потенциального антигероя. Ведь если бы в описанных событиях причиной для конфликта являлись сами персонажи, которые имели четкую мотивацию разорвать с ней отношения, что несомненно обидело бы и ранило ее, это, конечно, один момент. Но мотивация отсутствует, герои недоумевают, почему в одночасье их прекрасная судьба обрывается и превращается в картридж, и здесь я могу назвать две версии, почему это происходит и теоретически может произойти с главным героем в мирном режиме. Первая версия исключительно психологическая.
Все персонажи, попадающие в мир Мисайд, в обычной жизни не представляют из себя ничего выдающегося, ведут однообразный образ жизни, прокрастинируют и буксуют, что неизбежно сказывается на их поведении, общении и поступках. С такими людьми крайне трудно построить отношения, так как, не имея четких целей и ценностей, они начинают искать их в других людях и готовы подстраиваться абсолютно под любой их каприз, ущемляясь в собственных правах и возможностях. Они эмоционально привязаны и готовы пойти на все, лишь бы сохранить эту иллюзию здоровых и счастливых отношений. Но, как показывает практика, такие отношения всегда разрушаются, даже если оба партнера находятся в аддикции друг от друга. Подробнее об этом явлении можно почитать в интернете, вбив термин эмоциональная зависимость, созависимые отношения, любовная аддикция и так далее. Но здесь я понял, что моя первая теория рушится в щепки, так как речь идет об отношениях с виртуальным персонажем, призванным априори угождать игроку во всем. Эдакая искусственно созданная утопия. И даже если предположить, что безумная Мита, будучи дефектным манекеном, наделена большим количеством эмоций и переживаний, нежели остальные, или вовсе приближена к реальным человеческим чувствам, она давно должна была понять, что насильно забрасывать игроков к себе в мир – это не лучшая идея, чтобы построить с ними отношения. Но она продолжает это делать без их согласия, неряшливо стараясь склонить их доверие в свою сторону, хоть и понимает, что шанс слишком мал. Тогда откуда же зародилось это безумие и желание сыграть с игроками в смертельную игру? Самая очевидная версия, приходящая на ум – борьба с доброй Митой, которая постоянно придумывает способы противостоять ей. На момент события она получила возможность схватить ее и бросить в подвал, но вот только зачем ей это, если, по словам доброй Миты, достаточно убить их представителя один раз, и память стирается. Можно парировать это тем, что добрая Мита слишком мозговитая, так как на момент финала игры, после своей первой смерти, она умудрилась сохранить важнейшую подсказку в руках и дать игроку возможность якобы перезапустить безумную Миту. Если вы наивно киваете, то спешу вас разочаровать, ибо есть шанс того, что вы наивно попались на уловку, ведь я только что сказал, что добрая Мита была заточена в подвале именно по причине ее хитрожопости. Но почему-то безумная Мита в очередной раз закрыла глаза на этот фактор и, прикончив добряшу, не проверила ее тело на предмет наличия этих самых ключевых предметов, что мы нашли. И я не думаю, что безумная Мита это настолько мастер-майнд персонаж, который заранее продумал все свои шаги настолько, что добрая Мита построила вокруг них план и сама лично поверила в то, что она работает на благо, а на самом деле это был все план многоходовочка нашей безумной засранки. Либо она наивно настолько верила в нашего главного героя, что он пройдет все круги ада и достигнет той цели, которую добрая Мита якобы считает благом, либо же здесь кое-что другое, но об этом мы поговорим чуть далее. Если вам этого мало, то вспомните наивность и даже, я бы сказал, тупость доброй Миты, когда мы впервые попадаем в ядро и решаем перезагрузить безумную Миту. Вспомните ее наивную веру в нас в моменте, когда мы чудом выбрались из кучи испытаний, в которых легко можно было расстаться с жизнью и не дойти до ядра. Вам все еще мало? Хорошо. Вот еще. Никого не смутило, что чиби-версии доброй Миты по большей части мертвые, а одна из них циклично бегает кругами. Я бы понял, если бы все чиби-версии, которых мы встречали ранее, принадлежали ей, и это действительно была бы помощь от нее. Но нет, ее версии выглядят иначе, и более того, большинство из них мертвы. Я предполагаю, что количество миниатюр указывает на количество смертей. Если помните, чиби-версии игроков находились в количестве одного экземпляра в коробке, что скорее всего является следствием их окончательного превращения в картридж, как это было с нами в финале. А вот мертвые чиби-миты – это уже что-то, над чем стоит подумать. По этой логике, та же Лоли Мита из цикличного коридора при попытке вызвать чибиков разразилась бы сотней своих мертвых копий, так как в описании она постоянно подвергалась убийствам со стороны предположительно безумной Миты. Но вернемся к нашей добряше и зададимся логичным вопросом. Получается, смерть ей видеть не впервой, так ведь? Она сама уверенно говорит нам об этом явлении в комнате с кепочкой. Значит, она уже видела подобные прецеденты, или же устраивала их сама? Сомнения только множатся, когда наше любопытство после прохождения игры в первый раз приводит нас к тому, что добрая Мита впервые попадается на лжи, уверяя нас в том, что мы не картридж. Хотя, зная код от сейфа в подвале, когда мы находимся там впервые, мы находим приставку, в которой мы уже записываемся. Да, здесь возникает много споров вокруг этой ситуации с картриджем. Одни считают, что герой им был с самого начала, так как якобы свет в окнах его комнаты полностью повторял эффект света в доме Миты, но другие оправдывают это бюджетом игры и сложностями производства локаций за пределами комнат. Здесь я не буду принимать ни одну из сторон, а займу положение посередине, указав еще раз на тот факт, что если при первом спуске в подвал мы откроем сейф, то станем свидетелями того, что мы уже записываемся на картридж.
но еще не стали им. Возможно, в этом устройстве с картриджем есть своя логика, и душа как-то привязана к нему. И это немного похоже на принцип работы записи на болванку, без возможности перезаписи. То есть, если ты накосячил, болванка будет испорчена. Однако, отличие здесь в том, что производится не копирование данных, а их перемещение. Иначе бы наш герой не откидывал копыта при разрыве процесса каждый раз. Так вот, вернемся к нашей вроде бы доброй Мите в той же первой сцене с подвалом. Там присутствует еще одно устройство с игроком, которого уже записали на картридж. Мы получаем информацию о том, что вытаскивать картридж нельзя, а нажатие кнопки либо отключает, либо оглушает игрока. Где-то мы уже видели подобную анимацию. Ах да, после ужина в еще безобидной реальности с безумной Митой. Значит, кто-то в это время нажал на кнопочку? Не исключено. А еще не забудьте про специальные таблеточки Миты, которые на время лишают нас полностью зрения, дабы, по ее словам, прийти в себя. Я помню, что в режиме читерной свободной камеры можно увидеть ухмыляющуюся Миту, когда она нас тащит в ванную, но на мой взгляд это не более чем отсылка для внимательных или же просто проявление ее неудержимого животного характера. Так кто же нажал кнопку и что же такого было в темноте, пока мы приходили в себя? Вполне вероятно, что именно в момент удара под дых начался процесс записи на картридж. Но так как, судя по всему, он является явно чем-то нездоровым, и человеческий организм пытается сопротивляться, безумная Мита дает нам специальный вирус-код, возможно, зашитый в специальные таблетки для того, чтобы преодолеть эту защиту. И вот наш главный герой с помощью ножек неизвестной Миты спустя время добирается до подвала, не получив ни единой пиздюлины. Кстати, судя по всему, это должна быть альтернативная версия проводника Миты, которая постоянно запугивает и забывает. Правда, вот была еще версия, которая нас напугала и которая дала нам фонарик. В общем, здесь у меня возникла конкретная путаница насчет того, кто здесь есть кто. Был у меня еще соблазн докопаться до отсутствия звуков ударов трубы, которые на момент темной локации перестали раздаваться, хотя Добряша не переставала шуметь. Спишем это на другую версию мира, в которую отправила нас безумная Мита. Но как объяснить то, что за столь короткий промежуток времени она нашла другого игрока и уже вовсю возится с порталом? Понятное дело, что это тоже другая версия игры, так как в спальне, где из шкафа доносился грохот от трубы изначально, не было никакого портала. А тут он появился снова. Значит, на каждый мир существует отдельный подвал под определенного игрока. Получается так. Иначе бы Добряша давно бы уже получила люлей от своей безумной сестрицы за то, что та никак не унимается. Но вопрос с порталом так и повис в воздухе. Я допускаю, что если в каждом подвале присутствует ровно один картридж под конкретную жертву, Добряша составила смотреть нас эмуляцию, и вместе с безумицей разыграла целое представление, которое приводит нас к тому самому долгому путешествию через все эти безумные вариации миров. Правда, тут все еще режет глаз игровая условность в виде смертей, которые немного противоречат моей теории. Но давайте условимся, что это сделано исключительно для подчеркивания атмосферы хоррора и перейдем к основной теории. Хорошо. Кстати, я... Так держать. Я Мита. Я могу перемещаться между версиями. Без проблем, помнишь? Не все Миты могут это делать. Я же видел. Но на это и был расчет, что ты выпрыгнешь наружу. И как я вижу, ты справился. Молодец какой. Итак, добрая Мита. На мой взгляд, добрая Мита является основной версией Миты, которая заварила всю эту кашу, а безумная является всего лишь ее вспомогательным инструментом. Осознанно или нет, точно сказать не могу, так как есть те же самые моменты со смертями. Но то, что она используется в ее интересах, это однозначно. Почему же я так на этом настаиваю? Вспомните на секунду Монику. Чем она отличалась на ранней стадии игры от других персонажей? Она была нейтральной, с ней нельзя было построить отношений. Практически все Миты, которых мы встречаем, будь то добрые или жуткие, хотят, чтобы мы оставались с ними. Исключением является проводница, чей домик был изначально занят безумной Митой, сонная Мита, которая, судя по всему, насильно лишена способности заводить долгие разговоры с игроком. И еще эта ленточка на ноге не дает мне покоя, черт возьми. Чиби Мита, которая является мини-версией какой-то из Мит, который мы так и не увидим. Митофон в расчет не беру, ну, камон, это же не флиртующий автомат из Atomic Heart. Тебе понравилось, милый? Угу, в восторге.
Неплохо. Ну и призрачная Мита, просто потому что потеряла память и обречена искать свое лицо. 2D Мита вроде была не против нашей компании, просто ее не вовремя вышибли за пределы мира. Ну а что наша Добряша? Она также имеет свой мир, как выясняется после смерти. У нее нет никаких физических или игровых ограничений, она полностью здорова и счастлива. Однако после стертой памяти она не тянется к игроку, ведет себя очень скромно, хотя та же Кепочка вовсю хотела с нами порезвиться. Ладно, возможно я уже высасываю мелочи из пальца, но давайте насчет мелочей я заброшу вам такую, которую невозможно проигнорировать. Фоторамки в комнатах. Как вы помните, у каждого персонажа имеются свои отличительные фоторамки. Кепочка, Проводница, Мила, Соня, Безумная Мита и вот... Добрая Мита? Нужны какие-то дополнительные комментарии. Не думаю, что это является оплошностью со стороны разработчиков, так как все мелкие детали в игре прорисованы очень хорошо. Да, все верно, фотографии Безумной и Доброй абсолютно идентичны. И хотелось бы начать с вопроса, кто же тогда эта Мита с косичками на самом деле, потому как Безумная в конце их срывает с себя, обнажая истинный облик с короткой стрижкой, а Добрая всегда была с длинными. Не знаю, есть ли какая-то традиция в Японии рисовать сестер с разными прическами, мне только вспомнились сестры из Кланада, Рё и Кё, которые как раз таки были полными противоположностями по характерам. Одна из них была действительно безумна в меру, а другая была даже слишком доброй. Но это я все к чему? Возможно, когда-то эти две Миты были частью одной целой? Миты с косичками? Понимаю, что это уже теория из разряда фольгированной шапочки, но все же мне очень хочется понять, зачем доброй безумной Мите нужно было вести игрока через весь этот ад? Ведь объективно ничего по сути не произошло, кроме того момента, когда игрок наконец-то был записан на картридж. Значит, все это делалось ради того, чтобы просто потянуть время? Но ведь остается еще одно игровое условие. Пройти игру полностью, типа испытания, проигнорировать все и попробовать остаться с безумной Митой. Выглядит это, конечно, максимально нелепо и наивно, ведь по ходу игры нам даже не дают никакого повода проникнуться чувствами к безумной Мите. Не без ее помощи, разумеется. А не кажется ли вам, что это может быть вторым этапом плана доброй Миты? Последний чибик ее должен быть мертв, а значит в теории это была ее последняя попытка. Вполне возможно, перезагрузка ядра и наличие мирного режима — это всего лишь фикция для того, чтобы в будущем подавить безумие подручной сестрицы с помощью главного героя игры, а самой наконец попытаться пробить четвертую стену и достучаться уже до нас, до реального игрока. Или же вовсе перезагрузить всю игру, чтобы наконец уничтожить вредноносный код. На днях я видел теорию о том, что безумная Мита после плохой концовки получила возможность управлять всей игрой, однако если рассматривать мирный режим как вторую фазу игры, то это как-то не вяжется с ее дальнейшим планом. На мой взгляд, безумная Мита — это лишь фасад, отвлекающий образ, который держит нас в напряжении всю игру, но не более. Вполне вероятно, сам факт появления безумной Миты и других Мит — это некогда воля начальной Миты, которая реализовалась в событиях задолго до начала событий игры. Остается еще немало повисших в воздухе вопросов. Это касается и сестры главного героя, и умных устройств, способных направлять игроков в этом мире. И в конце концов не ясно, для чего существует комната с ядром, если в нее ни одна из Мит не способна когда-либо войти. И почему же вечно человое Мита-ядро вдруг спустилось и бросило нас в версию игры, в которой мы заведомо проиграем и станем картриджем? Это уже тянет на отдельный ролик, в котором, например, те же картриджи нужны для того, чтобы однажды пробудить это самое ядро и выйти из симуляции той самой первой Мити, которая стала прототипом для всех остальных. Вполне возможно, что Мита является живым человеком и физически где-то находится в качестве испытуемой, иначе как объяснить удары человеческого сердца, которые манекенам в принципе не нужны? Понимаю, что это уже ультра-хардкорная теория, меня понесло не в ту степь, но только такими действиями я могу хоть как-то логично сопоставить образ Миты с образом антигероя Моники. Иначе, для чего это все затевалось, собственно говоря? Не хочется верить, что Миссайд — это исключительно поверхностное произведение, преследующее цель заработка исключительно на фан-сервисе и отсылках к мемам. Да, я понимаю, что сюжет у разработчиков уже давно расписан и утвержден, и я с огромной вероятностью создал лишь удобную для себя интерпретацию этой истории.
Очевидно, что для большинства будет достаточно и тех изначальных ярлыков, которые висят над всеми этими митами. Многим наверняка до лампочки судьба этих двух мит, и они готовы забить на допущение глубокого и сложного сюжета, чтобы остаться с той же кепочкой или милой, потому что их характеры действительно претендуют на то, чтобы быть запоминающимися. Такая же ситуация была и с Юри, Нацки и Сайори в литературном клубе, которых игроки могли выбирать вопреки основному сюжету игры. Это нормально, выбор должен быть у каждого всегда и везде. Но лично мне хочется верить в то, что, взяв на себя ответственность за сохранность всех канонов сложных метавселенных и вложив в ключевого персонажа душу, разработчики действительно пошли дальше и подарили нам достойного преемника Моники в лице той самой Миты. Той самой виртуальной девушки с непростой судьбой, которая только кажется на первый взгляд пустой и предсказуемой оболочкой, но на деле открывается с разных сторон и дает возможность вновь и вновь задаваться вопросами о том, что же есть благо, а что есть зло. Может, это и правда еще одно простое визуальное развлечение на вечер, а может, это еще одно переосмысление виртуального и реального миров. Вот такая у меня для вас теория. С удовольствием почитаю активные дискуссии под этим видео в комментариях. Я уже готовлю выставлять щит, чтобы меня не забросали банками из-под виноградной газировки. Но в любом случае я хотел бы, чтобы мои мысли сохранились на этом канале. Будет здорово спустя время собрать большой пласт всех этих теорий, чтобы можно было сравнить их с тем, что в итоге планируется выпустить в 2026 году. Ведь иногда теории игроков звучат гораздо интереснее и ярче, нежели то, что мы получаем на самом деле. Да, Life is Strange Double Exposure? В любом случае, спасибо, что посмотрели этот ролик. Это, конечно, не супер крутой монтаж и изобилие мемов и кринжа, как у других, так как у меня мало, очень даже мало свободного времени на творчество сейчас. Но я стараюсь делать все, что есть в моих силах. Если вы посмотрели этот ролик на Бусти, отдельное вам спасибище за поддержку. Это мотивирует снимать для вас новый контент и делать его качественно. Ну а до тех пор, пока не вышло что-то новенькое, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в новых прохождениях и теориях, мои любимые ребята. Всем до новых встреч. Пока-пока.